Иногда самые знаковые роли рождаются благодаря провалу на кастинге. Неудачные прослушивания, ошибки и забытые реплики. Именно в такие моменты актеры раскрываются по-настоящему. И Аарон Пол – отличный пример того, как неудачный кастинг может привести к великой роли. Зачем вы это делаете? А зачем ты это делаешь? Из-за бабосиков. Сегодня сложно представить «Во все тяжкие» без его Джесси Пинкмана. Но мало кто знает, что на пробу он пришел буквально на грани и был уверен, что все провалил. К тому моменту карьера Пола переживала не лучшие времена. Съемок почти не было, а те, что были, ограничивались небольшими второстепенными ролями в сериалах и кино. Деньги закончились, и от безысходности он уже подумывал бросить актерское ремесло. Когда его пригласили на кастинг нового сериала от сценариста «Секретных материалов», он воспринял это как последний шанс. Но все пошло не по плану. Во время прослушивания Аарон от волнения сбивался и забывал текст. По его словам, после кастинга он буквально грыз ногти от отчаяния и был уверен, что провалился. Кастинг-директорам он действительно не понравился. Им казалось, что он слишком мягкий для уличного торгаша запрещенными веществами. Вы вообще не такой, каким я вас помню со школы. Ну, то есть, вообще не такой. Но случилось неожиданное. Создатель сериала Винс Гиллиган все же увидел в этом растерянном парне что-то подлинное. Его искреннее волнение, нервозность и уязвимость как будто идеально подходили образу Джесси, неуверенного, запутавшегося мелкого дилера, который пытается доказать, что способен на большее. Если вы тряхнулись, или у вас там депрессуха. Через несколько дней Пола вызвали на повторную встречу. Не для новых проб, а просто поговорить. Винс Гиллиган позже вспоминал. В Аароне было что-то по-настоящему человеческое. Он выглядел растерянным и вызывал искреннее сочувствие. Именно эта смесь уязвимости и внутренней боли сделала Джесси одним из самых любимых персонажей телевидения. Аарон Пол позже признавался, что, получив звонок с новостью о том, что получил роль, просто расплакался. Ведь всего несколько дней назад он всерьез думал, что его актерская карьера закончена. Иногда кажется, что все идет не по плану. Но именно в такие моменты рождаются роли, которые меняют судьбу. Иногда путь к роли, определяющий всю карьеру, начинается не с победы, а с чувства поражения. Крис Хемсворт вспоминал, что после проб на роль Тора был уверен, роль у него в кармане. Он чувствовал себя идеально подходящим для этого образа. Внешность, харизма, даже походка совпадали. Но неделя за неделей проходили без ответа. И вдруг он узнает, что его младший брат Лиам, который тоже проходил кастинг, получил звонок от студии. Тогда я подумал, ну вот и все. Я облажался, признавался Крис. Но на этом история не закончилась. Его агент связался с кастинг-директорами и невзначай упомянул, что Хемсворт-старший тоже актер и, возможно, заслуживает второго шанса. Крису назначили повторные пробы. Эта вторая попытка была совсем другой, вспоминал он позже. Я пришел с настоящей мотивацией и, если честно, с легкой злостью. Все-таки младший брат продвинулся дальше меня. Проснулась та самая братская конкуренция. Именно это сыграло решающую роль. На повторных пробах Крис выглядел уверенно и даже немного дерзко. Именно таким студия Marvel и видела Тора. Забавно, что среди претендентов на роль тогда был и Том Хиддлстон, будущий Локи, который позже станет его главным соперником уже на экране. Менее чем через неделю после повторного кастинга студия официально утвердила Криса на роль. Интересно, что Лиам тоже произвел впечатление на кастинг директоров и продюсеров, настолько, что через год получил одну из главных ролей в «Голодных играх». А сам Крис позже признавался, что без этого братского соперничества, возможно, так и не смог бы показать себя по-настоящему. Иногда неудача – лучший мотиватор, особенно если твой младший брат и будущие Локи почти забрали твое место в киновселенной Marvel.
Фильмы Майкла Бэя никогда не ассоциировались с выдающимися актерскими работами, но он никогда и не стремился к тонкостям. В его картинах на первом плане взрывы, замедленные проходки героев и, конечно же, качественный экшен. Но даже с этой поправкой трудно поверить, что Меган Фокс после настолько неудачного кастинга получила роль в многомиллионном блокбастере. На пробах к «Трансформерам» Меган выглядела неуверенно, реплики звучали неловко, эмоций почти не было, а взгляд казался рассеянным, будто она не совсем понимала, что от нее хотят. Похоже, крышка распределителя немножко разболталась. My dad, before he, left. Конечно, текст, который ей достался, сам по себе не блистал глубиной, но даже эти сцены можно было отыграть энергичнее и живее. Если сравнить игру Меган на прослушивании и в фильме, разница становится очевидной. Даже не верится, что я так попала. Я имела в виду, в такую ситуацию попала. Позже Майкл Бэй признавался, что кастинг Меган не произвел на него особого впечатления, однако он увидел в ней то, что сложно сыграть даже при выдающемся актерском мастерстве – естественную харизму и простоту. Ему нужна была обычная девчонка с выразительной внешностью. И, как ни странно, именно эта простота в итоге и сработала. Сэм Уиткики. Да, кастинг был слабым, но в самом фильме Меган Фокс выглядела неожиданно органично, словно оказалась на своем месте. Майкл Бэй, как опытный режиссер, сумел обратить эту неидеальную актерскую игру в преимущество, вписав ее в общий тон картины. И в итоге Меган стала одним из самых узнаваемых символов своего времени. Чего уж скрывать, в середине 2000-х едва ли нашелся бы парень, который отказался прокатить такую пассажирку в своей машине. Как мы все знаем, за пределами съемочной площадки Меган оказалась не такой уж и простой девушкой. Конфликт с Майклом Бэем и Стивеном Спилбергом не дал актрисе построить по-настоящему успешную карьеру. И роль, которая сделала ее знаменитой, одновременно стала началом конца. На пробах она произносит: и спустя годы кажется, что именно эта фраза лучше всего описывает ее путь в Голливуде. Короткий и яркий, как вспышка от взрыва в фильме Майкла Бэя. Мэтью Фокс стал идеальным Джеком Шепардом. В нем соединились уязвимость и внутреннее напряжение, необходимые для героя, оказавшегося на грани после крушения самолета. Но мало кто помнит, что изначально он пробовался на роль Сойера. И, скажем прямо, пробы были далеко не шедевром. На кастинге Фокс выглядел слишком тревожным. Движения жесткие и резкие, мышцы на шее напряжены, взгляд опасный и неестественный. Вместо спокойного, хладнокровного афериста получился нервный, слегка потерянный мужчина, которому сложно поверить. Это был не уверенный в себе мошенник, а человек, лишь пытающийся им казаться. Продюсер сериала Дэймон Линделов позже вспоминал, что Фокс напомнил ему нервного ребенка, который старается выглядеть крутым. Роль Сойера в итоге досталась Джошу Холлоуэю и, как показало время, совершенно заслуженно. А Фокс получил другое предложение – сыграть Джека, человека, который должен вести за собой, но сам тонет в сомнениях. Эта роль определила не только образ героя, но и всю карьеру актера. Сам Фокс позже признавался, что изначально не видел себя в роли Джека и даже хотел отказаться от предложения. «Я хотел чего-то более сложного и неоднозначного», — говорил актер. К счастью, Мэтью передумал. Ирония в том, что провальный кастинг на роль Сойера в итоге открыл ему путь к одной из самых знаковых ролей в истории телевидения. Иногда нужно сыграть плохо, чтобы потом сыграть по-настоящему. Джерард Батлер никогда не ассоциировался с утонченной драмой, и его козырями всегда были харизма и брутальность. Сам актер неоднократно шутил над своими актерскими способностями и признавался, что играть экшен-героев ему нравится гораздо больше, чем глубоких философских персонажей. До «Власти огня», Лары Крофт и, конечно же, «Призрака оперы» Батлер был практически неизвестен и в конце 90-х цеплялся за любую возможность. Так он оказался на кастинге фильма «Дракула 2000»,
где продемонстрировал далеко не лучшую актерскую игру, но все же получил роль. На прослушивании он появился с наращенными волосами и черной подводкой вокруг глаз. Дело в том, что незадолго до этого Батлер снимался в мини-сериале «Аттила Завоеватель», где его персонаж выглядел почти так же. Режиссер Патрик Люсье даже шутил над актером, мол, тот перепутал съемочную площадку и Аттилу снимают в соседнем павильоне. Батлер не растерялся и устроил настоящее эксцентричное шоу, полное импровизации, страсти и легкой нелепости. You don't know. So much I still need to show you. Он говорил на надрыве, растягивал фразы, будто пытаясь придать каждому слову особый смысл. Получилась театральная и немного гротескная версия Дракулы, страстная, гиперболизированная, на грани карикатуры. I will have back every drop of blood you stole from me. Кастинг длился несколько месяцев. Студия долго не могла определиться. Продюсер фирмы Джоэл Сойзан вспоминал, что достойных кандидатов было немало, но почти все запрашивали слишком высокий гонорар. В итоге роль отдали актеру, имя которого студия так и не раскрыла. Однако в последний момент он отказался от участия, и буквально за пару дней до начала съемок выбор пал на Батлера. Сам фильм провалился в прокате. При бюджете в $54 миллиона он собрал всего 47 миллионов. Но именно этот сомнительный кастинг стал для Джерарда отправной точкой. Он получил опыт, медийное внимание и шанс закрепиться в индустрии. После выхода фильма критики разделились на два лагеря. Одни утверждали, что Батлер не попал в образ и откровенно переигрывал. Другие, наоборот, называли его лучшим, что было в фильме. В итоге роль Дракулы показала, что в Джерарде есть нечто большее, чем просто эффектная внешность и амбиции. Он сумел создать нетрадиционного, дерзкого и стильного злодея. И именно это пошло фильму на пользу. Голливуд заметил Батлера. В начале 2000-х он снялся в нескольких успешных проектах, которые в итоге привели его к роли царя Леонида, окончательно сделавшей его звездой первой величины. Иногда даже проваленный кастинг способен открыть дверь в большое кино. И история Джерарда Батлера – лучшее тому подтверждение. Фильм «Приключения Шаркбоя и Лавы» изначально не ставил перед актерами серьезных творческих задач. Это детская фэнтези с невероятно быстрым монтажом и графикой, которая уже в год выхода выглядела спорно. Но все же, глядя на запись проб молодого Тейлора Лотнера, трудно не улыбнуться. Будущий оборотень из «Сумерек» здесь еще ребенок, с бесконечной энергией и искренней верой в то, что он действительно супергерой. Он старается изо всех сил, изображает боль. Пытается показать акулью позу, но неуклюже падает. Кастинг получился забавным, даже немного нелепым. Но именно в этом и было его очарование. Роберт Родригес, режиссер фильма, увидел в Тейлоре не готового актера, а мальчишку, который умеет играть на камеру. Без стеснения, с детской уверенностью и настоящим энтузиазмом. Сам фильм провалился. Ни критики, ни зрители не оценили этот яркий хаос. Но для Лотнера именно «Шаркбой» и «Лава» стали стартом в большом кино. До этого он обычно играл так называемого «мальчика на побегушках» в фильмах и сериалах сомнительного качества. Но уже через несколько лет он превратился в одного из самых узнаваемых актеров своего поколения. Кэтрин Хардвик, режиссер «Сумерек», напрямую говорила, что роль Джейкоба он получил именно благодаря своей работе в «Шаркбое» и «Лаве». Да, кастинг был странным, а сыгранные сцены на пробах — наивными. Но карьера Тейлора доказала, что иногда детская искренность работает куда лучше, чем профессионализм. Зак Брафф стал для сериала «Клиника» тем же, кем Мэтью Перри был для «Друзей» — лицом, голосом и настроением целого поколения. Но после первого кастинга никто и подумать не мог, что именно он станет тем самым Джей-Ди. По словам создателя сериала Билла Лоуренса, первое прослушивание Зака было настолько плохим, что его остановили уже через 8 секунд после начала. Сам Зак с иронией рассказывал, что пришел на кастинг с похмелья
похмелья и был абсолютно не готов. I was very hungover. I went in, I definitely did a shitty audition. Чего уж говорить, 8-секундную запись кастинга с Заком даже не отправили в Лос-Анджелес. Кассету выкинули в тот же день, из-за чего запись, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Но Браф не сдался. Агент Зака убедил его попробовать снова. Мол, продюсеры до сих пор не нашли подходящего актера. Not being prepared, and I learned that it was incredibly embarrassing. На этот раз Браф подошел к делу серьезно, выспался, внимательно прочитал сценарий и, по его словам, влюбился в юмор будущего сериала. Билл Лоуренс позже рассказывал, что искал актера для роли Джей Ди очень долго. Кастинги шли один за другим, и Зак приходил на них целых 6 раз. И только на 6-м стало ясно – Браф именно тот, кого они искали все это время. Felt like it was written for me. But it obviously hadn't been because I was a waiter. В нем была та самая неловкая искренность, внутренний хаос и наивный юмор, без которых клиника просто не была бы собой. Забавно, что одна из самых теплых и человечных ролей телевидения началась с ужасного кастинга и сильного похмелья. Эта история – отличный пример того, как после неудач не стоит опускать руки. Важно верить в себя и идти до конца, ведь иногда успех приходит только после 6-й попытки. В мире кино судьбоносные роли часто приходят тогда, когда ты вовсе на них не претендуешь. Орландо Блум изначально вообще не собирался играть эльфа. На кастинг «Властелина колец» он пришел, чтобы попробовать себя на роль Фарамира, брата Боромира, который появляется во 2-й и 3-й частях трилогии. I auditioned many times. I auditioned originally for the role of Faramir. Но пробы закончились отказом. Казалось бы, неудача и довольно болезненная, ведь съемки одного из самых масштабных проектов современности уже приближались. Но вместо того, чтобы закрыть перед Орландо дверь, команда Питера Джексона решила присмотреться к нему внимательнее. Режиссеру понравилось в Блуме легкость и спокойствие. Именно то, что было нужно для эльфа из Лихолесья. Так Блум получил приглашение на новые пробы, уже на роль Леголаса. Иронично, что всего за пару месяцев до этого актер окончил школу музыки и драматического искусства Гилдхолл. И именно поэтому за роль Леголаса получил всего $175 тысяч. I got nothing. 175 grand. Wow, that's it. Yeah. Съемки начались, и Блум превратился в живое воплощение эльфийской грации. Длинные светлые волосы, безупречные черты лица, холодный взгляд и абсолютная уверенность в каждом движении. Он настолько убедительно сыграл Леголаса, что для миллионов зрителей по всему миру именно он стал воплощением эльфов. Сегодня трудно представить кого-то другого с луком и колчаном за спиной, шагающего рядом с Арагорном и Гимли. А ведь все могло быть иначе, если бы однажды Орландо Блум не провалил кастинг на роль Фарамира. Иногда провал на кастинге – это не конец, а начало. Ведь, как показывает история наших героев, именно через ошибки и сомнения рождаются роли, которые остаются с нами навсегда. Спасибо за просмотр. Удачи!